Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. 5 месяцев назад я снимала видео о том, как я отрезала цветоносы с фаленопсиса, который практически умирал, и поставила их в колбочку для того, чтобы получить из цветоноса детку. Вот хочу вам рассказать, что у меня получилось. Ссылку на первое видео я вам оставлю в правом верхнем углу экрана. Давайте с вами посмотрим, какая же деточка получилась в колбочке. Сейчас достану и покажу вам. Вот такая маленькая деточка зародилась от цветоноса. Было еще одно видео, где я показывала, что на этой веточке пробудилась первая вот эта верхняя почка, и дало не деточку, а пошел цветонос. И он был вот такой вот длинненький, наверное, сантиметров 8 он вырос. И когда я это показала, кто-то из моих подписчиков мне написал, что лучше срезать цветонос, иначе растение отдаст все силы цветам, и не факт, что они распустятся. Вот я его обрезала, и после этого пробудилась вторая почка, и отсюда пошла уже детка. Вот такая маленькая на данный момент, корешков у нее еще нет. Я ее назад поставлю опять, пусть растет, пускает листики, пускает корешки, и когда она уже станет более или менее взрослой, выпустит от 3 до 5 корешков, тогда ее можно будет отделить от материнской веточки и посадить. Но в этой колбочке у меня есть еще несколько веточек. Вот вторая веточка, которая, посмотрите, пробудила нижнюю почку, но отсюда точно растет цветонос, поэтому почку эту нужно тоже удалять, и вполне возможно, что отсюда тоже пойдет детка. Так что эту почку я обрежу. В этой колбочке стоят еще 2 крупных ветки. Пока они и не пропадают, но и никаких пробуждений почек на них не наблюдается. Пусть стоят дальше. Пусть этот эксперимент продолжается. Я его закрою. И пусть они дальше пробуждают почки, дают деток или цветоносы. Ну, наблюдаем за этой колбочкой. Мы наблюдаем. Что я хочу сделать сегодня? Так как первый эксперимент удался, я решила, что у меня отцвело 5 орхидей. Остались хорошие цветоносы, которые не сохнут сверху. Тоже хочу их поставить для наращивания, для получения деток, вернее, скажем так. Но пока я собиралась снимать это видео, Феррара, на которой прекрасный такой цветонос остался, прямо толстый, пробудила 2 почки. Не знаю, будут ли здесь цветоносы или будут ли детки, еще не очень понятно. Но хотя, скорее всего, это будут цветоносы. И помимо этого, вот здесь в глубине Феррара еще начинает растить цветонос. Поэтому этот цветок у нас из эксперимента выпадает. И остается 4 цветка, с которых я хочу срезать цветоносы и поставить точно так же, только не в колбочку, а в обыкновенную пластиковую бутылку. Это у меня розовый дракон. Это радуга. Причем все цветы в очень хорошем состоянии. Листики с хорошим тургором. На заднем плане стоит, вот даже здесь остался цветочек. Это Рим. Видите, даже не сбрасывает цветок. Можно подергать, не сбрасывает. И еще один цветок, это
биглип такой полосатый. Ух ты! И этот выпадает, наверное, у нас из эксперимента, потому что вот одну из почек, вот только сейчас заметила при съемке, он начал растить что-то из одной из почек. Вполне возможно, что из почки может также вырастить или детка, или цветонос. Ну, все, осталось у нас всего 3 цветоноса. Этот мы отставляем. Раз уж начал сам растить, пусть доращивает, будем наблюдать за ним, что же он вырастет там. Эти 2 цветочка я пока отставляю. Буду вам показывать, что я буду делать вот на розовом драконе. Обыкновенный цветонос. У него вот есть самая нижняя почка. Видите, их даже не видно, но бывает, что они проклевываются, вырастают. Вот почка одна еще. Вот еще одна почка. И вот почка. Поэтому цветонос я стараюсь срезать вот здесь в самом-самом низу. Так, срезаем цветонос. Обязательно место среза обрабатываем. Я обрабатываю перекисью водорода. Кто-то обрабатывает корицей, кто-то обрабатывает углем. Любым средством, которым вы пользуетесь, для того, чтобы в срез не попала никакая инфекция. Обработать нужно обязательно. Вот в такую пластиковую бутылку я буду помещать эти цветоносы. Но бутылочка пусть постоит на заднем плане. Цветонос надо обязательно ножом обрезать под таким косым углом. Потому что если будет ровный срез, он вот так встанет в бутылке или в мох и может не получать никакой воды и влаги. Поэтому делайте вот такой косой надрез. Обязательно. Здесь ничего обрабатывать не надо, потому что вот этим срезом как раз таки будет цветонос получать влагу, водичку и стоять в мхе. По размеру бутылки, вот видите, у нас здесь попадет 1, 2, 3 почки, потому что вот эта 4-я почка уже выше бутылки. Нужно обрезать цветонос ровненько, вот на сантиметр приблизительно ниже, чем сама бутылка. Вот так обрезаем. А этот срез точно так же нужно обработать обязательно перекисью водорода. Вот пришел один из моих любопытных котов. Юля, уходи, ты мешаешь. Вот так обрабатываем, стараемся, чтобы больше никуда перекись не попала. Вот в таком виде цветонос будем ставить в бутылочку. Вы знаете, я сделала одну большую ошибку, когда ставила вот эти цветоносы. Но ошибка не в том, как я их поставила или что я там с ними сделала. Нет, я не написала, где какой цветок. Поэтому сегодня я обязательно вот заранее написала, какие я буду цветы ставить, какие цветоносы. Ну вот этот мы уже сразу убираем. Это название нам не подойдет. И это у нас был дракон, розовый дракон. Я сейчас наверх прикреплю сюда бирочку, что это розовый дракон, чтобы знать, какая веточка у нас заработает. Вот так на липкую ленту я написала название. И теперь сверху вот так оборачиваю, прикрепляю. И буду точно знать, что за фаленопсис, что за цветонос у меня стоит в бутылочке. Так сделаю еще 2 цветоноса.
сейчас подготовлю и покажу, как я их буду ставить в пластиковую бутылку. Я подготовила все 3 цветоноса. Вот Рим. У него последняя почка очень высоко, поэтому я под почкой приклеила его название. Также Радуга. Тоже под почкой. Ну а дракон, почка внизу, поэтому все тут нормально. У меня есть вот такой мох. Это не сфагнум, но я уже вот в той колбе точно такой же мох у меня стоит. Ничего в нем не загнивает. Поэтому я купила точно такой же мох. Вот такой мох у нас продается в Ростове. А сфагнум днем с огнем не найдешь. Хотя если у вас нет живого мха, можно поставить и в сухой мох. Ну, желательно, конечно, взять свежий мох. Ну а если у вас в регионе есть сфагнум, это вообще замечательно. Единственное, что нужно обязательно вычистить все иголочки, сосновые, еловые, какие здесь попадаются, потому что они точно загниют, и они здесь не нужны. А это прямо, видите, как с подстилки снят, прямо такой цельный кусочек. Но вычищаю все, вот здесь попадаются палочки, иголочки, вот это все нужно вычистить из мха. Ой, он даже пахнет, знаете, таким лесом, грибами, грибницей, я бы сказала. И вот этот кусочек, он немножечко большеват, вот так оторву еще немножко. Вот это что-то непонятное. И прошлый раз, в прошлом видео, я оборачивала почки. Но, видите, в той колбе, вот в этой колбе, вот которая у меня сейчас стоит на заднем плане, все-таки он упал вниз. И все равно все прорастает, все растет. Поэтому этот мох я сразу... И сам мох вот растет, видите, длинненькие такие. Поэтому этот мох я сразу положу вниз. Обыкновенную пластиковую бутылку. Постараюсь, чтобы... Хорошо, что рука пролазит. Вот так положу вниз. Еще вытащу одну ненужную детальку здесь. Положу вниз. Налью небольшое количество водички, буквально сантиметр. Водичка, понимаете, что водичка не из-под крана, у меня это из фильтра. Водичка должна быть немножко тепленькая, можно кипяченую водичку теплую. Теплая это до 30 градусов. И так, чтобы смочить мох. И ставим наши цветоносы вот так прямо в мох. Наверное, вот так, чтобы они друг друга не касались. Прямо воткнула вот в мох хорошенечко каждый цветоносик. Ну, раз первый эксперимент получился, будем надеяться, что и второй эксперимент точно так же все получится. Что нужно сделать дальше? Теперь нужно сделать им небольшую тепличку. У меня есть вот такие небольшие пакеты. Я надену этот небольшой пакет на тепличку, подниму его немножечко вот так. Надену резиночку и вот так оставлю.
Если нет таких маленьких пакетиков, вырезаете из обыкновенного большого пакета вот такой кружочек, вот как у меня надето на этом. И ставим в светлое, теплое место, ну, на полку под искусственное освещение. Если у вас уже тепло на подоконнике, можете поставить на подоконник, там, где не яркий солнечный свет и не касается солнечных, и не приходят солнечные лучи, прямо чтобы сжечь это все, а просто хорошее светлое место. На второй-третий день здесь должна появиться небольшая испарина. Если вы тепличку закрыли хорошо, будет небольшая испаринка. Тогда вот сверху пакетика небольшой иголочкой делаете несколько дырочек. Все-таки все должно это дышать. Но дышать немножко. То есть должен туда проходить небольшое количество воздуха, и оттуда, естественно, выходить. Испаринка вся уйдет. Вот видите, в этом у меня нет испарины, потому что вот даже здесь незаметно. Здесь вот есть маленькие дырочки. Поэтому растения все-таки должны дышать. Эксперимент не быстрый. Вот здесь прошло почти 5 месяцев до того, как появилась новая жизнь. Но будем надеяться, но этот эксперимент был в зиму. Зимой все-таки, знаете, наши фаленопсисы, они больше цветут, хотя мои предпочитают цвести весной и выпускать цветоносы весной больше, чем зимой. Но все-таки больше искусственное освещение зимой, поэтому здесь получилось 5 месяцев, очень долго. Надеюсь, что здесь получится значительно быстрее. И теперь с большой уверенностью могу сказать, что детку на цветоносе получить реально. Но иногда бывает детка, иногда идет цветонос. Цветонос надо обязательно срезать. И после этого может получиться детка. Не всегда этот эксперимент на 100% гарантия то, что у вас получится детка. Но даже если есть 50%, попробовать всегда стоит. Поэтому не срезайте, не выбрасывайте цветоносы со своих фаленопсисов. Экспериментируйте, я думаю, что у вас получатся точно такие же детки. И еще иногда бывают такие непредвиденные обстоятельства. Но вдруг что-то с цветком случается, а цветонос живой остается. Всегда можно попытаться, скажем так, получить детку из срезанного цветоноса. До новых встреч, друзья! Пишите мне про свои эксперименты, поделитесь своим опытом.